Ребята, а мы с вами приглашаем следующего спикера. Это у нас Анна Карданова. Она нам расскажет о том, как перестать топтаться на месте, расскажет о стратегиях для роста B2B бизнеса. Привет, Аня! Привет. Сейчас я Так, расшарю все видно, сразу. слышно. Сейчас посмотрим, чтобы была видна презентацию. Да, я попрошу рассказать. Видно, не видно. Так, загружается. Мгм. Так, все, мы все видим, все прекрасно. Все, отлично. Мгм. Тогда я перейду. Как меня уже представила Юлия, меня зовут Анна Карданова, я директор по развитию агентства BIM, и сегодня мы поговорим про то, как перестать топтаться на месте, слезть с иглы платного трафика и посмотреть по сторонам. Это такой будет антикейс, который в основном агентства не любят рассказывать, но сегодня я с вами поделюсь. Заранее прошу прощения за свой голос, немножко приболела на выходных, но я думаю, это нам не помешает поделиться полезностями сегодня. Как я уже сказала, я возглавляю агентство, развиваю его, и в диджитале я уже более 5 лет. Смело могу себя назвать экспертом в B2B маркетинге и продаже, а также стратегическом развитии бизнеса. Также за плечами у меня есть опыт работы на зарубежных рынках, то есть выводы нашего агентства, запуск новых продуктов и развитие партнерских отношений. Что за агентство? Кто мы такие? AdBeam — это перформанс-агентство, которое настраивает лидогенерацию для B2B компаний в первую очередь. И также мы работаем со сложными продуктами в B2C, где не покупаются в продукциях в первое касание. На рынке мы уже давно, 9 лет, и по версии рейтинга Рунета мы входим в топ-17 агентств, перформанс-агентств. У нас солидный опыт, мы умеем работать как с крупными компаниями, так и с средним и малым бизнесом. Про что же мы сегодня поговорим более подробно? Я расскажу, почему важно, чтобы отдел продаж и маркетинга работали вместе сообща, потому что результат взаимосвязан от работы двух отделов. Расскажу про кейс, точнее антикейс по продвижению с производителя сложного дорогостоящего оборудования в B2B. Расскажу, какие причины и что нужно делать и не топтаться на месте, и не ограничивать себя только платным трафиком. А также проанонсирую, как можно получить мой подарок, мою консультацию в подарок. Это очень ценная и важная возможность. Я крайне редко это анонсирую. Теперь давайте перейдем. Что же между нашими отделами маркетинга и продажи? Как вы считаете, дружба или вражда? Кому известна ситуация, когда отдел маркетинга считает, что отдел продаж хочет только зажрались и хотят только лидов, которые готовы купить и занести деньги на расчетный счет, а когда продажи считают, что маркетологи ничего не делают, какие-то там картинки рисуют и приводят лиды каких-то домохозяек, которые вообще ничего не хотят покупать. Кому знакома такая ситуация, ставьте плюсики в чат. А пока вы ставите плюсики в чат, я поделюсь интересными фактами, которые подтверждают мои слова, что нужно, чтобы дружили два отдела и работали слаженно. Компания HubSpot — это крупная международная CRM-система, отмечает, что компании, где маркетинг и продажи работают вместе, можно просто за год получить прирост 20% в продажах. Представляете? Без вложений, маркетинга, бюджетов и так далее. Просто делайте хорошо слаженные процессы внутри, и у вас наблюдается рост 20%. По данным исследования маркета, компании, где как раз также работают два отдела дружно и прекрасно, могут увеличить доход на 208% по сравнению с теми компаниями, у которых идет вражда между отделами. Компания, где маркетинг и продажи тесно сотрудничают, отдел продаж тратит на 50% меньше своего времени на скоринг и квалификацию лидов. Представляете? Минус 50% рабочего времени. Красота, мне кажется, это просто мечта. Demand Gen сообщает, что слаженная работа маркетинга и продажи увеличивает конверсию в заявке на 38%. Так, где все маркетологи? Мне кажется, уже сейчас нужно всем прыгнуть, да и менеджеров по продажам подтянуть, и слушать, что же нужно делать, чтобы два отдела дружили и работали слаженно. В первую очередь нужно создать общую атмосферу и общее пространство, где и задачи, где оба отдела будут принимать свое участие.
первую очередь это участие в продажах. Да-да, маркетологов я не заставляю ходить на каждую продажу с менеджерами, но стоит выделить хотя бы там 2 недельки и походить с разными типами клиентов и посмотреть, как строятся продажи. Вы уверенно почерпнете очень много информации, гипотез из этого. Разработка брифов. Оба отдела должны участвовать в разработке брифов, так как отдел продаж не всегда владеет той информацией, которая необходима маркетологам. А маркетологи, в свою очередь, могут добавить ту информацию, которая напрямую может влиять на эффективность работы маркетинга. Создание скоринговой системы. Здесь также можно принимать маркетологи и отдел продаж в разработке. Отдел продаж со стороны каких-то коммерческих историй, которые влияют как раз, и понимаем, что это наш целевой клиент. А маркетинг также со своей стороны добавит свои баллы и весомость в тот или иной критерий. Проведение исследований конкурентов и рынка. Здесь я тоже не заставляю менеджеров по продажам садиться и изучать метрику и Similarweb Web, а предлагаю маркетологам провести исследования конкурентов и рынка, аккумулировать всю информацию, доступную для менеджера по продажам, и предоставить им, обучить их. Так менеджер по продажам может использовать важную информацию для повышения конверсии в продажу в своих коммерческих предложениях. Что еще необходимо сделать? В первую очередь нужно, как я уже говорила, создать единое окно, где оба департамента могут работать. В первую очередь это CRM. CRM-система — это прекрасная система, где можно отслеживать, как работают оба отдела и как они влияют на результативность. Следующее — это сквозная аналитика. Здесь мы видим и путь клиента, и как вообще строится эффективность маркетологов и продаж, тоже все прозрачно и все видно. И прекрасно понимают обе стороны, кто на что влияет. И создавать платформу, где можно управлять проектами и строить коммуникацию. На своем опыте я видела такие команды, которые приходили на проекты, и складывалось ощущение, что отдел продаж и отдел маркетинга встретились вот вместе и начали общаться вот благодаря нашему общему встрече с маркетинговым агентством. Не делайте так в Телеграме, начать хотя бы с этого. Но есть и системы, которые позволяют управлять проектами. Мы, например, используем WorkSection. У нас матричная структура в агентстве, и мы можем прекрасно между отделами общаться по проекту в одном едином месте. Что же еще влияет на дружбу между отделами и перетаскивание одеялов в одну или ту сторону? Это разделение ответственности между двумя отделами. Я считаю, что отдел продаж все-таки должны отвечать за все метрики, которые касаемы продаж. То есть это конверсия продаж, стоимость клиента, длина цикла сделки, конверсия между этапами воронки продаж, обработка лидов и так далее, скорость. А маркетологи должны отвечать в первую очередь за маркетинговые показатели. То есть это, например, доля на рынке компании, то есть рост, например, брендовых запросов, количество квалифицированных лидов, стоимость лида, там, окупаемость инвестиций, это ROI, качество трафика на сайт. Ну, ни в коем случае не за продажи, не за объем продаж, как у нас в последнее время любят все собрать в одну котомочку и всех оценивать по одним и тем же результатам. Так делать нельзя, иначе у вас размазывается ответственность, и отсюда начинается как раз вражда. А теперь перейдем к самому интересному, как раз про кейс, где я расскажу, какая ситуация возникла у нашего клиента. Клиент — это производитель сложного дорогостоящего оборудования для ресторанов, кофеин и баров. Задача, с которой к нам обратился клиент, это как раз увеличивать лидогенерацию за счет сформированного спроса, вот этот любимый платный трафик, где мы просто вкладываем деньги, увеличиваем бюджеты и наблюдаем спрос. Инструмент — это Google Ads и Facebook. Наш клиент работает по всему миру, и достаточно большие бюджеты, которые тратятся на рекламу, порядка 15 тысяч долларов ежемесячно. Когда к нам клиент пришел, мы проанализировали продукт и сразу поняли, что просто так продвигаться за счет лидогенерации и масштабироваться кратно, как хочет, мы посмотрели план продаж, не получится. Поэтому мы предложили, когда поняли, что рынок огромный, он разный между собой, это провести анализ спроса, рынка, конкурентов, ценообразования, чтобы понять, где, в каких странах, например, мы занимаем какую позицию. После этого мы предложили провести анализ прошлых рекламных активностей, потому что клиент у нас также строил рекламное продвижение.
И хотелось бы разобраться, что же было там не так, почему клиенты не устроили прошлые результаты. И только после этого мы предлагали перейти к запуску рекламы и масштабированию ее. Но клиент достаточно большой, весомый, и он очень хотел попробовать протестировать именно то, что он предложил, это сфокусироваться только на квалифицированных лидах, только на тех заявках, которые готовы покупать здесь и сейчас. И он имеет на то право, поэтому мы не смогли остановить мотылька, который летит на свет, и приняли сделать по задачам то, что нам предложили. Что мы сделали? Мы сфокусировались на семантике, которая как раз вела к продажам. То есть она была целевая, именно заточена на покупку оборудования. Мы изменили тексты, и по просьбе клиента мы протестировали также гипотезу, все сделали на английском языке, несмотря на то, что мы работаем по всему миру. Дальше я расскажу результаты. Нужно так делать или нет. Так как у многих в голове возникает история, если мы выходим на зарубежный рынок, главное — это нужно знать английский язык. Не всегда. Запуск дополнительных рекламных кампаний, которые по базе lookalike. Мы искали аудиторию, похожую на ту, которая уже у нас покупала. И рекламные кампании по брендам конкурентов. И также мы отключили околотематические запросы по просьбам клиента, так как они, по его словам, приносили неквалифицированные лиды, хотя давал достаточно прекрасное количество трафика по доступной цене. Что же мы получили? Конечно, было ожидаемо, что мы упадем по посещениям, по трафикам, и получилось за 2 месяца на 150 тысяч мы рухнули. Снижение конверсии в заявку было 2,5%, стало 1,3%. Мы увидели снижение количества заявок на 45%, зато увеличились количество квалифицированных заявок, что, в принципе, и хотел от нас клиент, на 43%. Но и, как ожидалось, у нас увеличилась стоимость заявки на 87%. Сомнительные результаты, конечно же, и я с вами соглашусь. С одной стороны, как бы квал вырос, дорогостоящее оборудование, юнит-экономика, в принципе, плюс-минус у клиента сходится. В принципе, он так нам и сказал. И сказал, давайте к месяцу, нам нужны продажи, у нас целый мир, пожалуйста, вливаем деньги и идем дальше. Как вы считаете, получилось ли у нас на текущих масштабах дальше расти только с использованием платного трафика? Давайте в чатиках ставьте плюс, если получилось. Если не получилось, ставим минусики. Я пока посмотрю, что вы отвечаете. Так, у меня пока подгружается. Так, вот уже вижу минус. Давайте еще кого-нибудь подождем и будем. Я не буду томить вас. Минус. Ксения тоже пишет минус. Ну, кто-то плюс, кто-то верит в нас, кто-то поставит нам плюсик. Никто не верит. Ладно, не буду вас томить. И раскрою тайну. Ничего не получилось. Кто поставил минусики, вы правы. Это действительно так. Но почему же не случился рост продажи заявок? Ведь кажется, что чего, вливаем деньги и вперед, и все будет классно и замечательно. В принципе, как и посчитал наш клиент, и сказал, что мы не умеем настраивать просто платную рекламу, и как бы все дело в вас. Но мы, ребята, такие упертые, и то, что в начале работы отказались делать как раз то, что мы предлагали, проанализировать все вдоль и поперек досконально, мы сделали, чтобы доказать, что мы знаем то, что мы делаем, мы сделали бесплатный этот анализ и провели сделали следующие выводы. Первое — это анализ продукта и рынка, что вообще происходит на рынке. На рынке, когда мы уже погрузились во всю эту тему, все прошерстили, мы поняли, что на рынке существует 3 вида оборудования. Назовем их А, Б и С. На продукт нашего клиента, назовем его С, приходится всего 27% спроса. И то это не везде, а в отдельных только странах. И получается, что данный продукт малоизвестный по сравнению с А и Б. И аудитория просто не знает во многих странах о существовании этого инновационного продукта.
бренд нашего клиента. Далее мы как раз решили посмотреть, что же с брендом. Думаю, может, бренд сильный, и все будет хорошо, можно раскачивать хотя бы на это. Но бренд клиента также сильно проигрывает по сравнению с теми конкурентами, которые в нашей нише, да я даже не сравниваю с продуктами А и Б, и даже с ценами, которые значительно выше, чем у нас. Поэтому здесь тоже как бы нужно поработать. Также мы проанализировали отдел продаж и поняли, что несмотря на то, что в компании царь и бог — это коммерческий директор, и все прекрасно выстроены процессы, есть и скоринг, и CRM-система, и сквозная аналитика, есть один маленький-маленький нюансик. Скоринг устроен таким образом, что многие заявки обрабатываются как заявка, как справочное бюро, другими словами. То есть вот столько стоит доставка, за столько дней отправим, и все такое. А те, которые не задают вопросов, куда отправить деньги, мы готовы покупать, они помечаются как неквалифицированные. И дальше с ними никто работу не ведет. Поэтому тут тоже у нас закрылись подозрения, что нужно что-то менять и что-то делать. Следующее, мы проанализировали посадочные страницы и трафик, который был по околотематическим запросам. Мы выяснили, что ранее трафик велся на главную страницу и по семантике как раз товара А и Б типа, который очень известен, имеет сформированный спрос и пользуется популярностью практически по всему миру. Но трафик, который приходил на главную страницу, видел посадочную совсем иного продукта, который не отвечает их запросам. И там даже не было описания, чем отличается этот продукт, что это инновация от тех видов продуктов, например, чем они лучше и так далее. Поэтому либо одни сразу уходили, понимая, что это не то, что им нужно, а вторые начинали задавать вопросы либо в чат, онлайн-чате общались с отделом, с менеджерами по продажам, либо звонили и уточняли по телефону. Но так как мы помним наш скоринг, они сразу же расценивались как неквалифицированные лиды, деньги тратились, они привлекались, но они складировались в CRM, и с ними дальше никто не работал. Прекрасная схема. Работаем дальше, вливаем деньги. Следующее как раз то, что вы проанализировали про английский язык. Я неустанно буду повторять, что большая ошибка людей, которые считают, что, выйдя на зарубежный рынок, можно использовать только один английский язык. Это не так. Особенно если вы работаете в Европе или других странах, где доминируют местные языки. И здесь мы проверили это на практике. Мы проанализировали европейские страны, такие как Франция, Испания, Италия, Германия, и мы увидели, что наш трафик сразу же просел, кликабельность наших объявлений также просела, наши объявления получили низкий рейтинг, и мы увидели падение как и по трафику, так и по заявкам, так и по продажам. Не делайте так, если вы работаете по миру. Что необходимо поменять же в стратегии, так как все прекрасно, проанализировали, что же дальше мы предлагали делать. В первую очередь мы предложили базироваться на таких 3 китах. Это работа с формированием спроса, так как мы поняли, что наш бренд малоизвестен, он проигрывает конкурентам. Наш товар также малоизвестен, и его надо стимулировать, рассказывать, обучать аудиторию. Поэтому на этот пункт мы должны также тратить достаточно большое количество инвестиций в маркетинг. Второе — это обработка спроса, лидогенерация, которая прекрасно работала. В принципе, у клиента требовалась просто подпитка данного блока. И третье — это повторная коммуникация с теми лидами, которые не купили, но они, в принципе, среднепрогретые. Не просто так, что мы потратили на них какие-то деньги и просто забили на них, забыли и не поднимаем их никогда. Нет, мы должны с ними также работать и выжимать от них тоже максимум. Что мы в первую очередь предложили делать? В первую очередь это контент-маркетинг, и его нужно было выстраивать по воронке продаж. То есть делать контент, который публиковался бы на сайте, как раз прекрасно наше SEO могло в этом помочь и участвовало бы, в соцсети, публикации в СМИ. Здесь мы должны строить контент по такой воронке. То есть мы делаем на самом верху воронки тот контент, который интересен максимальному количеству людей. То есть мы знакомим с продуктом, рассказываем, что это за инновация, рассказываем историю бренда, про создателей и так далее. Далее мы уже прогреваем через кейсы и экспертизу, показываем, что мы такие классные, помогли
нашему прекрасному клиенту выбрать такое хорошее инновационное оборудование, которое сократило издержки, например, и привело еще больше клиентов и так далее. И уже третье — это продажа продукта. Не бойтесь с помощью контента также и продавать продукт, выставив его правильным лицом, так сказать, с рабочей стороны, как любят говорить. А второе — это работа над узнаваемостью бренда. Это профильные конференции, выставки. Да, это все сложно, это все дорого, это все долго, но это работает и будет работать особенно в таких узконаправленных нишах, как у нашего клиента. Здесь сразу можно убивать двух зайцев и работать как на узнаваемость бренда, также можно и заказы там же на этой выставке на полгода вперед собрать. Помимо этого мы предложили задуматься и начать искать амбассадора бренда либо инфлюенсера, который будет работать на промежуточное звено между ЛПРом, который как раз работает с этим оборудованием. Мы предложили, например, баристов поискать, которые готовы как раз вместе раскачивать и свой бренд, и заодно и наш. Публикации в СМИ и развитие личного бренда собственников или топ-менеджмента. К сожалению, мы живем в такое время, где сейчас без этого никуда. И как раз недавно мы обсуждали и выкладывали презентацию с моего тоже выступления на конференции в нашем телеграм-канале. Как раз его ссылка можете сейчас сканировать и переходить. Мы обсуждали и проценты людей, которые читают вообще и следят за топ-менеджментом в B2B-компаниях. И выяснилось, что более 50% людей следят за топ-менеджментом из B2B-компаний. И более 60% людей читают контент, и это влияет на то, что они потом в будущем покупают эти продукты. Также отличная новость. Те, кто подпишется, получат презентацию с текущего моего выступления. Так что не забывайте, как видите, очень много интересных, полезных материалов мы выкладываем, подписываемся. Также в чатике мы сейчас тоже продублируем ссылку на наш телеграм-канал. А мы не отвлекаемся, возвращаемся к нашим баранам, так сказать, и начинаем обсуждать, что же еще мы предложили нашему клиенту рассмотреть. Мы поняли, что отдел менеджеров по продажам достаточно большой, и он сформированный. Несмотря на со стороны маркетинга, там присутствовала одна девочка, которая практически все области маркетинга закрывала собой, что крайне было тяжело. Выделить еще какую-то единицу, и чтобы она занималась выстраиванием маркетинга единично. Здесь же ситуация обратная. Поэтому предложили взять одну единицу и обучить его не только обрабатывать входящий в поток, оформлять такие заказы, отгрузки, так сказать, но и чтобы он выступал консультантом по подбору оборудования, чтобы он умел продавать через выявление как раз потребностей, боли и закрывать через наш, например, наше оборудование. Так как наш клиент очень любил продажи и очень хотел расширять зону своего покрытия по всему миру, и это тоже оправдано, все мы в бизнес приходим зарабатывать деньги, то мы предложили также и инструмент для дополнительного привлечения продаж. Это поиск дистрибьюторов и партнеров, которые работали бы сообща с нами по всему миру. Ни для кого не секрет, что тяжело конкурировать бывало и логистически, например, с местными какими-то дистрибьюторами, которые продавали оборудование. Поэтому эта задача была одна из горячих у клиента. И на нее как раз не было, так сказать, рук в компании, и поэтому мы предложили использовать автоматизированную историю. Это чат-бот в LinkedIn, который с помощью персонализированных рассылок сообщений искал заинтересованных партнеров, и далее уже там либо коммерческий директор, либо его зам приходили на встречу и обсуждали уже там с теми людьми, которые заинтересованы. Скажу так, это единственный инструмент, который нам удалось убедить, внедрить у нашего клиента, и за первый месяц нам удалось привлечь 2 заинтересованных партнеров, которые готовы были к сотрудничеству. Что дальше? Мы вспоминаем нашу ракету, про которую мы обсудили, что мы должны делать для формирования спроса, обсудили, что для лидогенерации, и теперь что же нам нужно делать для дополнительных точек касания с аудиторией.
так как здесь вообще просто перекати поле было. Мы предложили запуск email-рассылок, которые как раз выступали как один из каналов дистрибьюции контента, то есть уметь доставлять важную информацию до аудитории, чтобы она ее читала. Мало писать классную, крутую инфу, нужно еще ее уметь доставлять до аудитории, потому что мы живем в перенасыщенной информации времени, и нужно уметь ее также доставлять. Создание базы знаний — это такая классная история, которая помогла бы клиенту закрыть очень многие задачи разом. Это как работать с оборудованием, записать такое прям видео краткие, которые бы описывали, как можно с оборудованием работать, использовать его и что из этого получать. Обзоры, тест-драйвы, даже краш-тесты можно использовать. То есть можно миксовать все, что угодно. Делаем YouTube-канал и заливаем эту базу знаний. Она может лежать вечно, индексироваться вечно и всем приносить только профиты. Далее это проведение вебинаров уже на ту аудиторию, которая среднепрогретая. Тут мы как раз можем продавать. С помощью вебинаров это отличная возможность. Ну и запуск рекламы, чтобы пригнать трафик на те же самые вебинары, либо на те же самые статьи, кейсы и так далее. Она стоит гораздо дешевле, чем если вы пойдете и будете на поисковой рекламе за втридорого искать готового сформированного клиента, и то не факт, что он у вас купит. А что мы использовали для вообще такого классного анализа большого? Какие инструменты? Вдруг кто-то хочет повторить, и будет им полезно. В первую очередь мы проанализировали веб-визор, чтобы посмотреть, как себя ведет аудитория вообще на сайте, что они смотрят, куда ходят, что кликают и так далее. Далее это классические наши все системы. Так как клиент работает за рубежом, мы использовали Google Analytics. Если у кого-то тоже есть желание работать с Google Analytics, мы умеем, знаем, как можете к нам обращаться. Расскажем. В российской версии вы можете использовать Яндекс.Метрику. Она также прекрасно закрывает все эти вопросы, вы можете все проанализировать. Также, если вы на российском рынке, можете использовать WordStat. Он также помогает проанализировать вообще спрос на рынке, посмотреть, как себя ведет динамика в Digital. Помимо этого мы использовали Similarweb и Serpstat. Я уже заговариваюсь. Вот. Это прекрасные сервисы, они платные. Но есть пробные периоды, где вы тоже можете проанализировать именно рынок, конкурентов и посмотреть по сторонам, что вообще на каком рынке. Думать рынком всегда полезно, потому что вы видите, какая есть возможность, куда вам расти и куда масштабироваться. Помимо этого мы анализировали еще системы, где мы настраивали рекламу. Это, получается, рекламные кабинеты, Google, Facebook Мета, которая у нас, к сожалению, запрещена. Но если вы вдруг хотите настраивать там рекламу, то по секрету мы это все умеем делать. Приходите, мы все вам расскажем. Все секретики покажем, поэтому обращайтесь. Так, если сделать резюме. Резюме такое, что с клиентом, к сожалению, у нас не получилось работать, потому что для них это сложно, дорого, комплексно работать. Проще вливать деньги, продолжать в платный трафик и ждать продаж и стрессовать маркетолога, и стрессовать агентство дальше. Вот, поэтому мы здесь не сошлись просто интересами и разошлись как бы в разные стороны. Ну, а то как бы бывает. Это реалии жизни, к сожалению. Вот. Но мы им все равно желаем роста и развития, и будем всегда рады прийти помочь, если необходимо будет настроить комплексное действительно продвижение в диджитал. Теперь возвращаемся к подведению итогов. О чем мы сегодня говорили? В первой части мы поговорили, что совместная работа отделов маркетинга и продажи всегда позволяет достигать лучших результатов. И мы это показали на нашем кейсе, что перекос в сторону только продаж не даст нам быстрого масштабирования, быстрого развития компании. Нам все равно нужно будет подключать маркетологов, и ни одного бедного маркетолога, который будет вам выступать осьминогом и закроет все просто возможные инструменты в одном лице. Здесь все-таки нужно устраивать команду, брать директора по маркетингу, либо нанимать агентство, которое будет закрывать полностью эти все задачи. Следующее мы рассмотрели, что прежде чем вообще заходить и тратить деньги на рекламное продвижение, не поленитесь, проведите анализ,
посмотрите по сторонам, посмотрите, какой рынок, что от него можно ожидать, стоит ли вообще туда вливать столько денег, посмотреть на конкурентов, насколько ваше предложение отстраивается от конкурентов по ценам и так далее. Изучите вашу целевую аудиторию, проведите глубинное интервью. Да, звучит классно и замечательно, но здесь только взять время, скажете вы мне. Тогда делегируем, обращаемся в агентство, ищем специалистов, которые готовы это сделать и прекрасно вам прийти и рассказать на презентации, все вам расскажут и прекрасно, красиво оформят. А вы просто возьмете и пойдете примените в работу. Третье — это при разработке стратегии мы должны, вот мы все проанализировали, поняли, что какие у нас есть данные, с чем мы можем идти дальше, и после этого мы садимся разрабатывать стратегию и подбирать инструменты. Здесь я могу вам посоветовать так сделать. Взять, не знаю, лист, либо взять, например, Excel, разделить 3 столбца, и первый столбец — это формирование спроса, задать себе вопрос, какие инструменты будут способствовать формированию спроса на наш продукт, либо на наши услуги и так далее. Второй столбец — выписать те инструменты, которые будут способствовать покупке, то есть когда клиенты будут покупать наш продукт. И третье — это те инструменты, которые будут дополнительно создавать дополнительные касания с аудиторией, которые будут доводить за ручку до самой этой продажи. Вот, кажется, все просто и прекрасно, но на практике и в реальности бывает все гораздо сложнее, и бывает такой винегрет, который непонятно с чего начинается. Вот как раз для таких ситуаций я предлагаю вам оставить заявку по QR-коду и попробовать как раз со мной провести консультацию. Она совершенно бесплатная, она 1,5 часа продолжительностью, всего 3 заявки я возьму в работу и проведу консультацию. И здесь мы можем рассматривать вашу индивидуальную проблему. Это может быть как и разработка стратегии всего бизнеса, так и отдельно какие-то по частям, там, маркетинг, продажи, либо даже выход на зарубежный рынок. Все явки порой тоже расскажу. А второй прекрасное такое предложение, тоже можно переходить по QR-коду, оставлять заявку, доступно только 5 первым заявкам. Здесь, если вы узнали себя в этом антикейсе и не хотите таких ситуаций, когда вы спускаете такие огромные деньги и не получаете кратного роста, и все-таки уже пора проанализировать свою воронку продаж и понять, где же узкое горлышко, то вот как раз это прекрасное приложение, это анализ отдела продаж. Мы проведем тайного покупателя для вашей компании и для 2 ваших конкурентов. И также проведем конкурентный анализ 2 ваших прямых конкурентов. Всего за 19 000 рублей. Это 70% скидки. Это очень лакомое предложение, поэтому не упускайте такую возможность. Это крайне редко бывает. Ну и здесь я предлагаю завершать свое выступление. Здесь мои личные контакты. Меня можно найти в Телеграме и в LinkedIn. Просто вбиваете Анна Карданова, и вуаля, я появляюсь. Также есть QR-код моего личного ТГ-канала, где я рассказываю свой управленческий опыт, а также о жизни во Франции, потому что 2 года я уже живу в прекрасном городе Париж. Поэтому добавляйте, всем буду рада. Если есть вопросы и время, то можем ответить. Да, буквально один вопрос, Ань, я нашла. Спрашивает Ксения. Пропустила она такой момент. Как вы настраивали рекламу в Гугле? Его нельзя настраивать из России? Здесь можно использовать несколько вариантов. Есть партнеры в России, через которых мы можем это все настраивать. Есть Елама, тоже там все можно это запускать. Также у нас есть прямой доступ запускать за рубежом. У нас есть зарубежное юрлицо, где мы можем напрямую также настраивать. Вот, поэтому здесь все решаемо. Все решаемо, да. Да. Просто другие аккаунты. Вот и все. Да. Спасибо большое за доклад, спасибо большое за полезную информацию. Вот слушатели наши тоже пишут, что спасибо большое за такую смелость показать именно Анди. Есть многие этого стесняются, не показывают, а на самом деле это жиза наша, жизнь. Реально в основном, на каждый кейс там 10 антикейсов, и об этом тоже нужно обязательно рассказывать. На этом мы учимся, на этом мы получаем опыт. И за счет этого растем. Это очень круто, когда вы так рассказываете. Спасибо большое. Все, спасибо. Всем хорошего дня. Пока.